Всем привет, друзья! С вами Маша Тимофеева для канала Kiss My Ace. И я рада приветствовать вас в нашем новом калифорнийском влоге, состоящем примерно из 1,5 турниров. Не знаю, как более четко это описать, сами все увидите, но прежде чем мы начнем, хотела бы порекомендовать вам очень классный сервис под названием Find to Train по подбору тренеров, спарринга и поиску партнера для игры в теннис. Как профессиональный спортсмен могу честно сказать вам, что поиск тренера – это один из самых финансово, энерго и времязатратных процессов, которые не гарантируют желаемого результата. К сожалению, когда этот вопрос был актуален для меня, не существовало таких замечательных сервисов, и приходилось все делать методом проб и ошибок, как-то через знакомых, через рекомендации. Но сейчас вы можете найти подходящего вам специалиста всего лишь в пару кликов. Вообще, основатели команды сервиса Find to Train сами в прошлом бывшие игроки и прошли все стадии от РТТ до уровня Futures. На данный момент в команде более 450 тренеров-партнеров, включая зарубежные академии и тренеров по ОФП. Есть как и начинающие тренеры, которые сами недавно выступали на уровне тура, или же уже более опытные специалисты, которые успели поработать в ATP и WTA. Несмотря на то, что сервис достаточно новый, уже обращались с запросами около 200 игроков самого разного возраста и уровня, от самых юных спортсменов до игроков ITF и WTA. Конечно, что немаловажно, это глубокое знание базы и уже наработанный опыт сервиса, позволяющий достаточно быстро предлагать подходящих кандидатов под ваш запрос. Обычно первые результаты появляются уже в течение пары дней. Ну и самое важное – это финансовая часть, особенно в текущей ситуации, когда на плечи родителей и спортсменов ложатся огромные расходы и затраты на теннис. Это бесплатная консультация для клиентов сервиса. Если на данный момент вам актуален поиск тренера или академии, ну или же вы просто хотите узнать какие-то варианты, подходящие для вас на будущее, вы можете за пару минут оставить заявку на сайте или же позвонить и написать на номер, который там указан, и менеджеры сервиса ответят на все интересующие вас вопросы. Ну, а мы будем потихоньку начинать наш влог. Поехали! Доехали до остановки, где ждем свой старый добрый Flixbus. Австралия, но, слушайте, взвесили тут за и против, и как бы по времени и по цене самым оптимальным решением было добраться из Лос-Анджелеса до Сан-Диего на автобусе, потому что Uber стоил типа $600, как бы нет. А самолетов тоже не было, поэтому удобнее всего было добраться на автобусе. Пока Калифорния, в частности Лос-Анджелес, я здесь первый раз, не особо впечатляет. Очень странный, опять же, запах травы, как и во всей Америке, судя по всему. Но и очень странные люди здесь находятся там сзади. Я, конечно, понимаю, что остановка — это не самое такое место, где собираются люди из высокого общества, но все равно, знаете, хотелось бы какого-то вайба LA, но, увы, что есть. Короче, да, ждем автобус и направляемся в Сан-Диего. Кормлю тренера. Только в лучших заведениях. Японская кухня. Высочайшая. За $15 приобрели ему замечательный буррито.
натянута сетка. Вид шале. Так выглядит зал. Не самый большой, но в целом есть пару кардиомашин. Все для разминки. Восстановительный уголок с компрессионными штанами и прочим. И куча мотивационных фраз, чтобы когда занимаешься, прям мотивироваться и не останавливаться. Кстати, до этого все время этот турнир проходил в сентябре, и в 23-м году он тоже был почти сразу после US Open. Я не знаю, почему именно в этом году его решили переставить на февраль, потому что, мне кажется, в сентябре и погода лучше, и игрокам намного удобнее перемещаться сюда сразу после US Open. Но, с другой стороны, тоже сейчас его сделали как подготовительным к Индиан Уэллсу и Майами, поэтому в целом игроки могут уже адаптироваться к американскому часовому поясу именно здесь, в Сан-Диего. Пришли на тренировку. Так выглядят тренировочные корты. Здесь их достаточно много. Сзади нас находятся корты для популярного в Америке спорта пиклбола. Мне, если честно, абсолютно не нравится. Хотя многие теннисисты стали в него переходить. Например, Джек Сок. И достаточно успешно выступают там. The people really wanna know who I is and who I be. They stop and stare when they see me. If it's to the ones, no need to repeat. Run up on me, watch you fall to your knees. Tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the Don. I am the one they call Lucky Tom. Got my own shit, I don't need your farm. Life is so hard, it made me weak. Built to last, this girl ain't weak. Sturdy and still when I plant my feet. Got it out the mud, now it's racks in my sleep. Look to God, he supplies my needs. Endless faith is what brought me next level prosperity. Silent power moves is what I'm giving. They love to hate the world, they can't live in. Always present for the high roads. Go swim within the deep lows. Load. What told the future? Who knows? I don't do it for the likes, I do it for the love. Do it for the ones who really need a hug, cause they had it tough, never had enough. Feared love. Только переехала в официальный отель. На этой неделе у нас замечательный интерконтиненталь, в котором всегда приятно останавливаться. Так что это будет замечательный рум-тур. Вот такая у нас просторная комната. Чистая и большая ванная. И самая вишенка на торте этого номера — это, я считаю, вид. Та-дам! Просто посмотрите, какой потрясающий вид у нас на океан. Ну, и бассейн внизу. Так что номер 10 из 10. И, наверное, пока что это самое приятное впечатление от Сан-Диего, потому что сам по себе город, я не знаю, может, мы в каких-то не тех районах были, сейчас мы более-менее в центре, может, центр мне понравится чуть больше, но сам по себе город просто ужасный, вы меня извините. Это первый город в Америке, который мне реально не нравится, в котором я себя просто некомфортно чувствую из-за количества, я извиняюсь, обдолбанных людей на улицах. Просто вот такие ходят реальные зомби, которые не понимают, где они находятся. Каждый второй курит марихуану. Ну, извините, я такого не понимаю, и находиться среди таких людей мне неприятно. Поэтому город пока оставляет не самое лучшее впечатление, но посмотрим, может, турнир. Ну, отель уже исправляет это впечатление, но посмотрим, может, еще результат на турнире улучшит мои воспоминания из этого города. Кстати, я не рассказывала, но после Австралии у меня сменился спонсор на одежду, поэтому теперь я сотрудничаю со швейцарским брендом 14. Можете посмотреть, как выглядит форма, поэтому сейчас как раз у меня происходит примерка вещей перед завтрашним матчем. Играю завтра первым запуском в 10 утра. Замечательно, конечно, начало в 10, давно так не начинали. Последние турниры, которые играла, вообще начало матча было в час или в 2 дня. И Австралия даже в 11 начиналась, поэтому немножко непривычно, но ничего. Мне нравится играть рано, поэтому all good. И да, выбираем форму на завтра. Сейчас покажу еще один вариантик. Так что устроим небольшой показ мод. Есть еще эта же футболка с юбкой, поэтому тоже как бы возможен и такой вариант.
Я выгляжу как кассирша из магазина, но it's okay. Мы изменим прическу, будет все нормально. И сейчас, ну, третий вариант тогда получается. Ну и, собственно, третий вариант. Такая немного забытая мной история с платьями. Но почему бы и нет. Кринж, ну ладно. В общем, мне по цвету платье нравится больше всего, еще под ногти подходит. Нравится, как смотрится. Возможно, буду играть в платье. Главное хорошо играть, а в платье или не в платье это уже не особо важно, но выглядеть хорошо тоже хочется на корте, поэтому we will see. Короче, увидимся с вами завтра. Всем пока! Вот мы почти добрались до Индиана Уэллса. 4 часа почти это заняло на автобусе от Лос-Анджелеса. Сразу хочется отметить, что здесь значительно жарче. И солнце тут как-то пожестче. Поэтому, думаю, да, будет немножко жарковато играть. Но пока не особо впечатляет эта местность. Ничего нет. Напоминает какой-то вестерн-фильм, где вот такое вот перекати поле и больше ничего нет. Ну ничего, сейчас заселимся в отель, съездим на корты. Все говорят, что это теннис Paradise, поэтому посмотрим, чем нас удивит это потрясающее место. Die. Birds will eat us. Официальный отель турнира не то чтобы пока разочаровывает меня, но, скажем так, не впечатлил. Небольшой номер относительно. Ванная комната. Но почти во всех американских отелях есть кофемашина в номере, что приятно, микроволновка. Окей. И вот такая вот комната, но, внимание, в сутки этот номер стоит $250 почти, поэтому я, честно, ожидала чего-то большего, тем более от официального отеля на Индиан Уэллсе. К сожалению, на прошлой неделе в Сан-Диего я по своей же неосторожности подвернула ногу, и последние 3 дня я не играла в теннис. Но вроде в жизни она меня не беспокоит, поэтому сейчас попробуем потренироваться. Надеюсь, тренировка увенчается успехом, и нога меня не будет беспокоить ни сейчас, ни во время турнира. Вот. Ну и сделаю стандартный небольшой обзор по кортам, посмотрим, как же выглядит территория этого 5-го шлема. Мне, честно, очень интересно, поэтому давайте выдвигаться. Добрались до кортов, но, как всегда, мы доехали не до того входа. Нас привозил Uber, поэтому вход для игроков находился с другой стороны теннисного центра, но благо нас согласились отвезти на баги, поэтому любуемся теннисным центром. На этой неделе у нас первый раз в моей карьере мячи Pen Tour. Этими мячами я не играла никогда. Ощущение, что они из магазина Decathlon. Я не знаю, почему именно на этих турнирах они выбрали эти мячи. Они очень странные.
я уверена, что 90% игроков будут на них жаловаться, потом еще половина снимется из-за проблем с локтями и плечами, и опять WTA и ATP Tour будут под ударом от негативных отзывов за постоянную смену мячей. Но мячи, правда жуткие. Девочки, мальчики, всем привет! Значит, всем привет! Значит, да. Значит, нас пригласили на какой-то митинг WTA и подарили нам подарочки. Митинг, на секундочку, будет длиться 5 часов, поэтому запасаемся снеками, терпением. И Эрика сейчас нам продемонстрирует, что находится внутри подарков, которые нам подарили. На Леди 24 мне почему-то кажется, что это для восстановления какая-то фигня. Quick unpacking. Джессика. Это моя история. Джессика рекомендует. Разве? Да. Нам нравится твоя демонстрация. Нам тут показывают какой-то клинзер. Опа. Восстанавливающий витамин С. Это клензер, да, это для лица все. Антиоксидант, муйстурайзер. Но они опять, они очень переживают за наше лицо, столько подарков. Меня это напрягает. Мы выглядим. Такой легкий намек. Лавандер мист. И лавендер мист, ну понятно. И all over moisturizer. Да, потрясающе. Слушайте, ну хочется отметить, что сумки дали Lululemon. Тут еще WTA. Да, Lululemon, WTA значок. Так, в целом. Да, и книжечка Full Member. Дорвались до еды. Девочки, за еду не деремся за еду. Давайте всем. Что эти стаканы маленькие, можно сразу вот так взять и понести за стол. Все сразу к нам. Edit your content on another app that creates vertical video, you're absolutely welcome to do that. I do want to say we want you to use ours, but if you feel that it's easier on another platform, when you download that video, just make sure that there's not a watermark on it, because the watermark will actually downrank you in the algorithm. We want the content to feel native to our platform, not ripped from. Всем привет еще раз. После 5-часового интертеймента от WTA нас привезли в ресторан на пропитание, что в целом приятно. Вы рады находиться здесь? Я пытаюсь показывать. I'm so excited. Да, поэтому, короче, да, сейчас поедим. Фокус на себя приводишь, я не поняла. Давайте поставим фокус на Миру. Мира, скажите ваши впечатления вообще от встречи, от митинга. Мне очень понравилось, это очень занимательно. И самое увлекательное для меня было занятие по mental health. Очень полезно. И я всем рекомендую, если когда-нибудь будет у кого-то возможность. Сходить на этот митинг, да. В общем, нам залезли в голову, но мы не хотели, но так получилось. Но теперь нас привезли в какой-то фэнси ресторан, поэтому ужин обещает быть интересным. Наше меню на сегодня. Need to sacrifice the beer. Доброе. Doesn't matter. No. If it was for a good reason. No. Доброе утро, подписчики. Добрый день. Ствол. Хотим показать вам мячи после одной тренировки. Где-то такими они стали уже через полчаса, поэтому да. Но мяч вроде не особо сидит, поэтому настроение депрессивное. И мы остались дорабатывать на корзинке, поэтому покажем вам сейчас фрагменты нашей тренировки.
привет, друзья! Я сейчас собираюсь на корты, и если вас вдруг атаковал вопрос, почему я собираюсь на корты такая нарядная, так это потому, что сегодня у меня запланирована фотосессия от WTA. Возможно, вы видели такие красивые фотки профиля у теннисисток, где они с макияжем, с прической, но делают, не знаю, удары справа, слева, просто стоят. В общем, фотки профиля, такие снапшоты. Немножко про вчерашний митинг. Необычный, конечно, был экспириенс. 6 часов мы в общей сложности там провели. Много говорили, много слушали, наблюдали, не знаю. В общем, немножко было уже скучно в конце, если честно. Хотели домой же все поехать, потому что сидели там реально с 3 часов дня до 9 вечера. Реально долго, учитывая то, что мы все-таки на турнире, и в приоритете у нас подготовка к турниру. И на секундочку, сегодня у нас еще обязательный такой же 3-часовой митинг. Я не знаю, мы, возможно, будем общаться на другие темы, но это, как я поняла, такая разовая акция, потому что нас всех объединяло то, что мы новые мемберы, я не знаю, новые full мемберы. Не знаю даже, как это объяснить, просто у нас больше как бы привилегий, потому что мы заплатили более дорогой взнос, я не знаю, годовой за участие в турнирах WTA, и поэтому мы обязаны пройти вот этот такой обучающий курс и, собственно, ознакомиться с WTA поближе. Вот, я уже опаздываю, поэтому буду выезжать и постараюсь показать вам какие-то кадры со своей фотосессии. Поправили макияж, прическу, посмотрите, что мне сделали с волосами. Просто что-то потрясающее, они выглядят очень красиво. Так что мы готовы к фотосессии. Тут целую прям гримерку организовали, смотрите. Ой, посмотрите, как выглядят мои волосы. That's so pretty. So pretty. I thought it's pretty when I was leaving the house, but now I was like, okay. No. Go back to the beginning, maybe, John. It was cool with the headphones. Got headphones. No way. That's like from the advertisement. That's so cool. Wow. Закончила свою фотосессию, ребят, мне очень понравилось, было весело, классно, сделали много крутых кадров и видео, поэтому, надеюсь, результат получится очень крутым. Сейчас уже вот переоделась и буду готовиться к своим тренировкам, и между тренировками еще пойду на все эти обязательные митинги от WTA, так что это тоже не так просто, как кажется, занимает очень много сил, энергии, времени, и параллельно нужно еще качественно тренироваться и готовиться к турниру, поэтому тоже вот такие вот, возможно, приятные, но все-таки хлопоты. Просто ветрено сегодня, я не знаю, как где. Невозможно играть. Прокомментируйте погоду. Лайк, подписка, паунтпринт, лучшее место земли. Ну что ж, заключительный день подготовки перед турниром подошел к концу. Я уже на таком домашнем вайбе, готовлюсь ко сну, потому что завтра я буду играть первым запуском в 10 утра против американки Лиу. Никогда с ней до этого не играла. Немножко переживаю. Во-первых, мы играем как бы на Индиану Уэллс, поэтому это уже, наверное, логично. Но и как-то последние турниры складывались для меня не самым удачным образом. Какие-то матчи я играла хорошо, в каких-то матчах не удавалось показать то, что я бы хотела показать. Вот, но это все опыт, мы оставляем опыт позади, учимся на наших ошибках и двигаемся дальше. Поэтому завтра я надеюсь и постараюсь показать хороший теннис, не перенервничать и... В общем, да, посмотрим, как сложится завтрашняя встреча. Сегодня также сходили на заключительный, вроде как, надеюсь, митинг от WTA. Сегодня он длился чуть короче, где-то 3 часа. Я попала только на 1,5 из них, потому что первый час у меня была тренировка, в общем, я не успела, извините. Но
Да, конечно, все познавательно, классно, это надо пройти, это такая обязательная, правда, штука, и WTA как бы посвящает тебя в тур, вы знакомитесь, говорю, с, ну, не основателями WTA, но с людьми, которые там работают, с людьми, с которыми мы постоянно на связи, по вопросам с турнирами, с призовыми, какие-то заявки, отказы, в общем, все решается через них, поэтому в любом случае надо хорошо познакомиться с ними лично. Но, блин, отмечу, сколько вообще они подарков подарили, это просто какое-то несусветное количество, просто посмотрите. Значит, ну вот это мне подарили сегодня на фотосессии, это, короче, всякие уходовые штуки для лица, вот это, ну, короче, их тут дофига. Все там тоники, вот эти умывалки, вот это я вам уже показывала утром, тут лежит подвесочка. Извините, вот это прикольная, кстати, прикольная такая кружечка. Буду из нее пить кофе по утрам и вспоминать о том, где я работаю. Вот эта сумка, кстати, ну сумка тоже, вот смотрите, классная, непростая. Lululemon, на секундочку, это вообще просто топ бренд. Ну и вот книжка WTA тоже всегда пригодится. В общем, вот, ребятки, спасибо, что досмотрели очередной анпакинг до конца. Я отправляюсь спать и увидимся с вами завтра на кортах перед моим первым матчем на Индиан Уэллсе. Всем спокойной ночи. You need to search for the point. Now you didn't want. You wanted that she missed. Go for it. One more shot. Let's go. Timofeva, lead 5. Serve 3 things. Every before the serve, toss over, and then fast hand. Search for points, especially when you will be up in the score. Don't hope that she will give now. Now she is not under pressure anymore. Друзья, просто утро. Просто желаю всем утра, потому что время 7:29. Вчера я проиграла матч, но времени грустить у нас нет. Мы продолжаем тренироваться. И сейчас у меня будет 10 дней примерно, чтобы подготовиться к следующему турниру в Майами. Чему, честно, я немного рада, потому что после Австралии у меня вообще не было возможности нормально потренироваться. Возможно, из-за этого слегка развалилась моя игра, пришла также неуверенность в этой игре, и сейчас за эти дни мы постараемся ее наработать, отработать, так что жизнь не заканчивается. Все, кто пишут мне какую-то фигню, ну, что я могу сказать? Мне вас жаль, потому что вы злые люди. Вот, значит, я отправляюсь тренироваться. И, собственно, да, через пару дней мы полетим уже в Майами, будем тренироваться там, потому что там есть базы, где мы можем полноценно подготовиться. И, да,
Так что влог у нас постепенно превращается в тренировочный. Never gonna let any op get the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss cause I say it respectfully. It's time to eat up, red like a speeder. Taking it deeper and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he's sent for me. I keep the blood of the lemons my centerpiece. I cannot trust in no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it, the fire can stay. I don't know. После хорошей тренировки полагается замечательный завтрак. Acai bowl. И на нее полагается законные 10 минут загорания. Насыщается витамином D, позитивной энергией. И да. Мы на сегодня еще не закончили, пойдем тренироваться днем, так что see you on court. Because I want to tell about this now. Значит, пока я завтракаю, хочу рассказать вам одну замечательную новость. Значит, все люди, которые, пока это распространяется только на одну страну, не буду говорить на какую, но люди, все, которые пишут мне гадости, угрозы, какие-то обидные, не знаю, фразы мне и многим другим теннисистам, я, значит, решила с этим не мириться, и я решила вас всех засудить. В общем, я обратилась в организацию. Надеюсь, это принесет какие-то плоды. Теперь, я подала, скажем так, иск на эти обидные все фразы и харассмент, скажем так, в мою сторону. Так что, да, посмотрим, какие плоды это даст, какие результаты. И дам вам апдейт, когда что-то из этого получится. Но да, так что теперь ребята, которые пишут обидные слова мне или другим игрокам, задумайтесь, подумайте дважды, прежде чем писать что-то. Потому что теперь есть вот такая вот замечательная организация, которая занимается такими вещами. И да, для вас это может увернуться очень плачевным образом. Так что думайте, прежде чем что-то писать. They say you ain't about it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But you rose like the flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma. Later that same evening. В общем, нас пригласили на какой-то ивент. Все неплохо, достаточно много людей, теннисистов. Александр Зверев в центре внимания. Okay, me next. How do you like the evening, Anei? I love it. That's my best party in the last 6 months. That's great. Okay, can we go home? So, Looks really pretty. десерт с настоящим золотом. That's chocolate here around with this. All it. We eat everything. Also this. Отошла в туалете долго, просто чтобы рассказать вам вообще, как проходит вечер. На самом деле прикольная достаточно история. Кто-то уже ломится ко мне в дверь. Достаточно прикольная история. Много разных шефов и ресторанов Индиан Уэллса собрались здесь в одном месте. Каждый представляет где-то по 2-3 блюда в таких мини-пробничках. И можно ходить, пробовать. Очень много вкусной еды, разных кухонь. Удалось попробовать, поэтому не пожалела, что в целом сюда попала. Так, если бы нас не пригласили, потому что мы пришли по приглашению, но так вход сюда стоил $250. В
целом, я думаю, окупается эта стоимость, потому что можно попробовать много разных высоких кухонь и находиться в окружении каких-то инфлюенсеров, не знаю, и известных теннисистов. Поэтому в целом вечер прикольный. She just told you it's her birthday, right? Happy birthday! A lot of everything what you wish. Постепенно приезжают известные теннисисты всякие, все больше и больше вижу знакомых лиц. Поэтому, говорю, вечер проходит в целом достаточно интересно. Лида, вам нравится вечер? Лучше быть не может. Потрясающе. Не то, что как бы доброе утро, не то, что как бы вообще доброе, не то, чтобы утро, просто 2:50 ночи, и мы выезжаем на остановку, откуда направимся в Лос-Анджелес, и из Лос-Анджелеса полетим в Майами с пересадкой в Денвере. День обещает быть очень длинным и тяжелым. Но что не убивает, делает нас сильнее. Я поспала целый 1 час, поэтому поздравления мне. И да, с большим количеством багажа, который я уже все отнесла в коридор, мы отправляемся в Майами, где будем тренироваться на протяжении 10 дней и готовиться к Miami Open. Stay tuned.